В этом видео вы узнаете, как лучшая колесница в игре оказалась просто горящим позорищем, почему низшие демонетки живут дольше, чем высшие демоны юного бога, и как обычные бомжи на змеях аннигилируют любую пехоту за пару секунд. Да, это демоны Сланеш. Фракция славится картонной броней, безумной скоростью и огромным сюжетом. Но кто в этих развратных войсках истинное воплощение совершенства, а кто жалкий клоун, который только косит под элиту. Сегодня мы составим тир-лист не только юнитов, но и лордов с героями. Оцениваю, как всегда, в рамках бессмертных империй, опираясь на свой огромный опыт в ПВЕ. Можете сами глянуть, как я на маске поработил весь мир на легенде, так что доверять мне, ну хоть немножечко, но можно. Важный нюанс. Никаких воинов хаоса и их механики эволюции. А значит, Азазеля и Зигвальда сегодня не будет. Что ж, юные хаоситы, приступим. У нас будет 6 тиров. Так сказать, пройдем сегодня все круги удовольствия. Как по мне, идеальный извращенец Сланеш должен быть быстрым, домашним и доступным. Если он где-то не добрал, это уже проявление несовершенства, которое князь тьмы не одобряет. Для начала разберем категории на примере конкретных бойцов. Ди-тир. Кто это? Голодная сука не идеальных не любит, но инвалиды все же попадаются. Например, приверженцы. Смотришь на характеристики, вроде нормальный парниша, но когда доходит до дела, эти слабаки дохнут от любой пехоты или монстры, и это при наличии бонуса против пехоты, да. У них есть интересная билка, которая разгоняется по ходу сражения, но они тупо не доживают до его полной активации. И это, мать моя, Сланеш пехота 3-го тира. Позорище. Причем есть такие же ребята, но с арбалетами. Кто вообще их балансил? Бронебойности нет, дальность стрельбы смешная, а в ближнем бою они такие же недоходяги. Казалось бы, у фракции вообще нет стрелков, так что пригодится хоть кто-то. Но эти юниты с постройки 4-го тира, за что? Да еще за такие конские деньги. Честно, никогда их не нанимаю и ничего не теряю. Си-тир, пупсы. Тут на троне удовольствий гордо восседают колесницы хаоса. Давайте сразу закроем вопрос по всем тележкам Сланеш, а то их тут многовато. Начнем с грабителей на повозках. Да, разгром с фланга это сильно. Да, куча брони, что редкость для фракции. Но это все та же убогая колесница, которая бесполезна при штурмах, застряла, умерла. К тому же появляться слишком поздно. Как бы круто она не выглядела на бумаге, в компании это твердый Си. Тир. Их улучшенная версия, казалось бы, во всем круче, есть ад и выше скорость, но проблема застряла, умерла, никуда не делась, тот же Си-тир. А вот демоническая колесница, вроде бы находка, дешевле, бронебойность, мах-урон, яд, на не сгорает за 5 секунд. Вы бы знали, сколько я их потерял за компанию, это просто ужас. Повторюсь, как бы им ни крутили характеристики, в компании это всегда рудиментарный юнит, также Си-тир. А вот их легендарная версия, это другой разговор. Ужасающий вид плюс хил равно достойная повозка, которая хоть иногда пожить сможет, за что уверенно попадает в Би-тир. У нас остались еще 2 телеги. Адские свежители и их монструозная версия, возвышенные искательницы. Обе наносят колоссальный урон. И с дисциплиной у их порядок, как для демонов. Но это все еще колесницы. Как бы бодро они не косили пехоту, как бы большая коробка не застревала. Это не те юниты, на которых стоит строить игру. Но за легкую эффективность в Би-тир можно. Кстати, про Би-тир. Ублюдки. Сюда же отправляется прекрасный Геральт Сланеш. Чем она заслужила место здесь? Все просто. Крутой локус, сильный маунт и имбовая магия. В итоге получаем лорда выше среднего. И даже то, что в будущем он превращается в возвышенного хранителя, ему никак не мешает. Кстати, возвышенные хранители секретов. Эй, Тиргачи Бойс уверенно занимает эту строку. Эти красавцы нереально сильны в бою, колдуют и дают бафы всей армии. Да прости меня, Сланеш, ну чего они вообще не умеют? Есть 2 минуса. Боятся стрелков и проигрывают Энкари. Эстир, модники. Вот мы и дошли до легендарного лорда. По факту, Энкари это прокачанный возвышенный кипер, но с нюансами. Во-первых, он банально сильнее базовых версий. Во-вторых, он глава фракции, а значит может телепортироваться по культам. Это делает его не только мощным, но и супер мобильным на карте. Да и на моей памяти это самый быстрый монстр в игре вообще. СС-тир.
подсосы Сланеш. Как вы уже поняли, Маска и Дачала залетают сюда с ноги. Почему они лучше Энкари? Все просто. Маска задает имбовые танцевальные ритмы всем армиям, а Дачала накидывает боевые печати. Это не просто сильные бойцы с телепортацией, а мощный драйвер для всех армий под нашим контролем. Нереальный имбы для компании. Но если бы меня спросили, кто из их круче, я выберу Маску. Ее бафы демонеток и танцы — это 10 с 10, как ни посмотри. Особенно на старте. Ну что ж, с тиром мы разобрались, пора переходить к оценке всего ростера Сланеш. Я уже сам заждался. Пойдем снизу вверх. Тир D у нас закрывают грабители. Их тут много, так что по порядку. Обычные ребята и вариант с плетью. Отличное пушечное мясо, которое справляется с заданием задержать врага. Но зачем нам обычные парни, когда версия с плетью живет в 2 раза дольше, а стоит на 5 копеек больше? Да, все грабители по-своему хороши у Сланеш. Особенно под началом Дачалы. Я обычных никогда не нанимаю. Тем более, когда есть грабители с копьями на том же тире. Эти поклонники Сланки просто огнище. Мало того, что живут отлично, так еще и могут кошмарить монстров с кавалерией. Учитывая, что у нас первые 40 ходов тупо нет антиларж юнитов вообще, мы обязаны их брать. Против тех же ящеров они нужны как воздух, поэтому копья я помещаю в B-тир, а хлысты в C-тир. С грабителями на зверях ситуация схожа. Это те же пацаны, только быстрее. Что не делает их лучше, а просто загоняют в другие условия. Поэтому адские бродяги с копьями — это B-тир, а с плетями — C-тир. А вот наши всадники на пони, которые метают копья, это, конечно, круто, да и мах копья позволяет убивать демонов. Но есть 2 огромных минуса. Полное отсутствие бронебойности и нулевая выживаемость в ближнем бою. Как бы они там ни старались, это слабые стрелки. У Сланеш проще вообще забыть про дистанционный бой, чем делать вид, что 0 тоже что-то может. Стоп, у нас еще есть легендарная версия этих метателей. Вот это уже вещь. Монстру убивают, в ближнем бою живут, дисциплину союзникам бафают. Красота. Были бы все стрелки такими, был бы другой разговор. Но это рарный отряд, а значит всего 1 штука на все армии, что дико нас душит. Поэтому только B-тир. Кстати, совет. Если реально хотите поиграть от стрелков за эту фракцию, поставьте вот этот мод. Название есть в описании, если что. Он добавит бистменов, которые полностью закроют вопрос с обстрелом. Не благодарите. Раз уж вспомнили зверолюдов, обсудим Слангору. Эти парни во всем лучше приверженцев, да еще дешевле на порядок. Но, к сожалению, они не выдерживают жесткой конкуренции, потому что сильно пехоту Сланеш ой как много, а сами скоро поймете. Так что всего лишь C-тир. Возвращаемся к низам. По классике святилище, основа основ. Но сектанты мах убивают ценность этого юнита в 0, поэтому D-тир. А вот наша парочка героев, один призывает орду, второй колдует как не себя. Имба, SS-тир, потому что это база каждой армии. Да, мага, конечно, можно брать не всегда, но лишним он точно не будет. И жирную точку в этих забегах инвалидов ставит обычный лорд Сланеш. Как боец он крут, унижает половину лордов игры налегке, но мы сравним их между собой, и тут красавец не вывозит конкуренцию. Например, высший чародей Сланеш, почти такой же лорд, чуть слабее дуэли, зато как колдует, ё-моё. Эти гачи мужчины хороши, но, к сожалению, оба они в итоге превратятся в демон-принца, поэтому чародей C-тир. А вот принц-демон — это уже другой разговор. Сильный боец, бафает армию, колдует и самое важное — летает. Единственный лорд, способный уничтожать воздух врага. И за это он мега ценен, но из-за перитонов он никак не может подняться выше A-тир. Кстати, о наших красавцах. Самый недооцененный монстр в игре — Перитон. Это скрытая имба всей фракции. Смотришь на статы и думаешь, ну, как бы обычные слабые монстры, типа дорогая мантикора, что ли. Но я называю их адекватными кровожадами за полцены. Вот вам 5 причин, почему их должно быть по 3-4 штуки в каждой армии. Первое. 45% сопротивления выстрелам и 20% из резиста. Стрелки ему ничего не могут сделать, что для воздуха бесценно. Вот можете сами глянуть сейчас на экране. Второе. Бронебойность и антикрупняк. Идеальный убийца всего летающего. При этом не боится умереть от пары залпов, в отличие от того же кровожада. Третье. Дисциплина. Казалось бы, демон должен гореть. Но из-за ужасающего вида и полета враг убегает быстрее, чем Перитон успевает развоплотиться. На моей памяти ни один не сгорел.
Четвертый нанимается за один ход, доступен с 4 тира и стоит копейки для своей-то пользы. Пятое, обратка или же уникальная способность. Многие не понимают, как это работает. Объясняю. У Перитона 28 защит. При активации навыка защита падает на 12, то есть до 16. А соответственно, по нам чаще попадают. Но мы получаем 28 единиц бронебойной обратки. Каждый, кто попал по оленю, получает в лицо чистый урон. Залетаем в толпу пехоты, даже с алебард. Жмем кнопку и смотрим, как враги убиваются об нас сами, получая по 28 урона бронебой. Это мой любимый летающий монстр на данный момент в игре. Драконы это немножко другое. Чистейший эстир. Принц-демон может его подменить, но разве что на полшишки. А вот бич Ордена мне не зашел. Вроде бы улучшенный Перитон. Сказка, но по факту это просто дорогой олень. Мы переплачем за передовое развертывание и статус лесного лазутчика. Это что вообще? Из-за такого халатного отношения разработчиков только A-тир. Все-таки это тоже Перитон, так что даже с ненужными бонусами он остается сильным. А мы продолжаем копаться в грязных трусишках Сланеш. Фурии хаоса. Вы спросите, а чего-то вдруг они не в самом низу? Ведь это те же самые демоны, которые сгорают через минуту боя, и вы будете абсолютно правы. Но эти ребята обладают отличной бронебойностью и душат мощнейшим натиском. Плюс и скорость для нашей фракции просто спасение. Короче, дохляки, но мега полезны, особенно в связке с перитонами. Си-тир. Возвышенный герой Сланеш. Сначала я подумал, что это за клоун, а потом присмотрелся и такой, это просто сильный боец, но он не колдует и не бафает, так что выше Си-тира не прыгнет. А теперь разберем железяк. Воины хаоса с мечами и плетями. Это просто жирные грабители, которые живут в разы дольше. Избранные то же самое, но еще живучие. Их единственная функция — отвлекать врага на себя. И чем лучше они это делают, тем полезнее жестянка. Поэтому обычный воин в Си-тир, воин с плетью, Би-тир живет дольше. И избранник с мечом в Би-тир, а с плетью в A-тир. Почему? Да потому что живут дольше. Но, скажем честно, при всей их пользе можно спокойно играть и без их. Например, если вам нужна живучая, но быстрая пехота, берите отверженных, быстро сближаетесь, зажимаете врага и жрете его фуриями. Отличная замена остальным коробкам, за что заслуженно попадают в Би-тир. Если же нужен чистый урон и стойкость, встречайте отродье Сланеш. Они стоят до конца, огромное хп и наносят тонны урона. В комбинации с демонетками это мега жирный влет, после которого у врага выживают единицы. Но даже под регенерацией с технологий отродья вчистую проигрывают тварям Сланеш. Казалось бы, статы у их не 10/10, но в этой фракции характеристики обманчивы. Твари кажутся стеклянными, но за счет защиты, физрезиста и дурмана живут они, дай боже. Да и попробуй попади лучниками по им, а урона в 1,5 раза больше, чем в отродье из-за крутых анимаций и бронебойности. Это чистый S-тир. Резюмирую. Нужны танки? Берем избранных. Нужен урон? Демонеток. Нужен лишний мусор в армии? Приверженец. Все просто, юные хайситы. Все просто. Кстати, о жемчужиной фракции демонетки. Я их сегодня раз 10 похвалил, но подробнее разбирал. Да, это те же самые стеклянные пушки. Влетели, нарезали и сгорели. Так оно и было до выхода маски, но теперь у нас есть жирные юниты, которые принимают удар на себя. Плюс маска дает 15% физрезиста демонеткам. А там еще технологии и танцы, и вуаля, у нас 50% физрезиста. Но страшнее другое. Финальный танец маски выключает магические атаки у противника. Вы представляете, у девчонок 50% физрезиста, а у врага нечем его пробивать. Это дичайший дисбаланс. Победить их может разве что магия или маг-стрелы, которых еще и попробуй оставить живых, когда на тебя с двух сторон несутся твари. Обычные демонетки уверенный эстир, а возвышенный это вообще СС. Там же, кстати, и их легендарная версия. Короче, обязательно к использованию. Продолжаем. Рыцари хаоса с мечами и пиками. Казалось бы, избранные на коняшках, как всегда, должны быть внизу. Но у них есть одно критическое отличие от других фракций. Отсутствие конкуренции. У Сланеш буквально нет другой живучей ударной кавалерии. А когда у тебя 160 натиска под разгромом с фланга, это запредельные цифры урона. Версия с мечами идет в Би-тир, а с пиками в A-тир. Почему не S? Потому что есть
Сердцеловы и Искательницы. Это истинная ударная кавалерия Сланеш. Влетели и сожрали любую пехоту за секунду. Но если затупите, потеряйте отряд за мгновение. Классика этой фракции. Сердцеловы S-тир, Искательницы A-тир. Почему рыцари почти с ними наравне? Да потому что они выполняют разные роли, и в армии пригодятся оба отряда. Поэтому они и не конкурируют между собой. Кстати, вечная свита. Этот сердцеловы на максималках. Вечно воюют, вечно дамажат. Главное, опять же, не просрать их в бою. Ну, это многих касается в Сланеш. Думаю, привыкните. Заслуженный СС-тир. Но раз уж мы заговорили про лучшую кавалерию, встречайте тех самых бомжей на змеях. Искательницы наслаждений. О да, как же они хороши. По факту это те же сердцеловы, но живут намного дольше из-за щита, хила и защиты. Плюс дамажат больше, и самое важное, за счет уникальных анимаций эти змейки продлевают себе натиск прямо во время боя. Им накрутили все, что только можно. Считаю, это топ-1 юнит всей фракции. Должны быть во всех армиях. Ну, кроме Дачалы, там у нее свои змейки тащат. Самый заслуженный СС-тир из всех. А вот мы и наконец-то дошли до легендарного героя. Стиркар. По факту это возвышенный герой на максималках, что уже хорошо. Но, к сожалению, усилит он только грабителей и воинов хаоса. Да, наши грабители крутые, но уже после 50-го хода мы их в глаза не видим. В итоге наш наездник на змее оказывается просто очень сильным боевым героем. И все. Поэтому всего лишь A-тир. Потому что, как по мне, есть герои получше. Например, Обольстительница. Тут сразу два жирных аргумента. Усиление демонеток плюс магия. Это уже имба. К тому же, она своей змейки отлично дамажит и хилится. Я бы назвал ее Стиркаром на максималках, хотя в прямой дуэли она ему сильно проиграет, поэтому тоже A-тир. А вот помазанник — это совсем другой разговор. По сути, та же Обольстительница, но во всем лучше. Опять же, два козыря. Колдуют бесплатно и восстанавливают потери на карте. Второе мега востребовано, и никто кроме него этого не делает. Я его беру так же часто, как и сектанта. Иногда на 100-м плюс ходу, когда восполнение и так раскачано, можно прожить и без их. Но в целом это офигенный герой и основа каждой армии. S-тир 100%. Ой, с лордами героем закончили, давайте добьем элиту фракции. Князья безупречности. Честно говоря, не знаю, кто позволил им называться так пафосно, но ребята реально жесткие. По факту это те же грабители с копьями, только без минуса. Им накрутили все, что только можно было за эти деньги. Для меня они как гвардия мясников, только на минимал. Крутейшая анти-ларч пехота на старте. Нанимайте как только появится. Заслуженный A-тир. Зеркальная стража Зигвальда. Это воины хаоса со щитами, которые повышают защиту лордов и героев. Для нашей фракции это невероятно ценно. Атаки у всех навалом, а вот защиты вечно не хватает. Это идеальная основа под два святилища или в армии с Стиркаром плюс Дачалой. Без них там будет всегда душновато. От меня уверенный A-тир. Ну и закрывают наш список хранителей секретов. Они же киперы. Казалось бы, они не могут быть хуже Перитону, ведь просто там они выше. Но, во-первых, стрелки съедают их за секунду, а во-вторых, нанимаются не вечность. Я по-прежнему помню, как я стоял на базе и 5 ходов ждал этих сраных троих секреторов, блин. Из-за этого они проигрывают крылатым оленям. А то, что на 100-м ходу им можно нарисовать бесплатную магию Сланеш, полная ерунда. Воздух они все равно не убьют, пехота с алебардами их легко заковырят, а монстров или героев гораздо быстрее заберет Гриндер. Да, наш любимый киборг-убийца, пожиратель душ Сланеш. Да, без пушки, но как же он рвет любую крупную цель. Плюс есть броня, которая хоть немного спасает от стрелков. И никакая магия ему не нужна, чтобы быть полезным. Это такой наземный Перитон. Легко врываться в S-тир. Кстати, у Кипера есть легендарная версия, которая лучше колдует и хилится. Вот такими должен быть базовый хранитель. Ну, увы, нанять такого красавца можно всего один раз. Поэтому только S-тир. И последним юнитом в нашем списке станут чемпионы Сланеш. Многие думают, что это просто избранные на максималках. Но вы ошибаетесь. В реальности это быстрые воители. Даже у воинов хаоса эволюция идет не к воителям, а именно к чемпионам. Вот и думайте.
Мало того, что они сами по себе запредельно сильны, так еще и Дычало разгоняет их до космоса. Просто берете ее в конфедерацию, нанимаете 14 чемпионов и побеждаете все. Именно так я уничтожил полмира одной Дычало на легенде. Что бы вы ни говорили в сторону этих змеек, это стопроцентный SS-тир. А ведь там еще и сломанная легендарная версия есть, которая просто 10 из 10. Мне лично напоминает разжигатели гнева у Хорна, такие же не сбалансированы. На этом мой тир-лист закончен. Надеюсь, информация была вам полезна. Финальная версия сейчас у вас на экране. Как всегда, очень сильно старался, вложил кучу сил, поэтому не забывайте про лайки и подписку. Для меня это очень важно. Увидимся в скором времени, юные хаоситы. Удачи!